ちは、V です。この度、パラダイスシティのモデルになりました。パラダイスシティで会いましょう。Привет всем. Не могу начать сегодня без одной фразы. Тэхён вернулся, а мир к этому еще не готов. Одной фотографии достаточно, чтобы взорвать интернет, и мы поговорим обо всех. Все говорят, что декабрь всегда полон сюрпризов, но к этой новости никто не был готов. Сегодня мир развлечений снова был в смятении после объявления об официальном назначении Ким Тэхёна амбассадором Paradise City, роскошного курорта с развлекательными комплексами мирового класса. Судя по опубликованным изображениям, Тэхён излучает таинственную, элегантную и неоспоримую ауру, как будто весь курорт существует только для него. А что еще больше шокировало ARMY? Рекламная кампания под названием «Почувствуй свой рай» дебютирует 1 декабря 2025 года. Да, тот самый месяц, который еще до своего начала породил тысячи домыслов и теорий, теперь это реальность. В распространяемом видеоролике Тэхён расслабленно сидит в наушниках, его взгляд сосредоточен, но загадочен, словно он наслаждается миром, доступным лишь тем, кто находится на уровне рая. Ни слов, ни повествования. Визуальные эффекты, атмосфера и аура говорили сами за себя. И, честно говоря, одного этого было достаточно, чтобы взорвать интернет. Затем сцена изменилась, и Тэхён появился с метлой в руке, мгновенно напугав ARMY, потому что атмосфера была настолько кинематографичной. Свет, обстановка площадки, его шаги – все казалось кинематографичным. Даже когда он просто подметал пол, в этом было что-то дорогое. Как будто это была не работа, а целое искусство. И только Тэхён мог сделать метлу похожей на подиумный реквизит. Paradise City явно знали, что делают. Они не просто выбрали амбассадора, они выбрали того, кто мог превратить бренд в эмоциональное переживание. Тэхён объединил ностальгию, роскошь, таинственность и теплоту в одном кадре. Это была не просто реклама, это было повествование, упакованное в визуально привлекательные визуальные образы. Вскоре хэштег «Решетка Таёнг Paradise City» стал трендом на разных платформах. Поклонники со всего мира начали делиться клипами, скриншотами и теориями, еще до выхода полноценной рекламы. Все согласились, это не просто рядовое сотрудничество. Это начало чего-то гораздо большего. По мере появления новых деталей появлялось и больше теорий. Некоторые говорили, что концепция вдохновлена классическими голливудскими фильмами, другие предполагали, что она вызывает ассоциации со старым романтическим европейским кино, а многие считали, что реклама стала началом гораздо более масштабного проекта, возможно, фильма, а может быть, и долгосрочной кампании. С Тэхёном ничто не кажется случайным. Все это похоже на пазл, ожидающий своего решения. Что делало все еще более интригующим, так это то, как выражение лица и язык тела Тэхёна менялись с каждой сценой. Из спокойных и расслабленных они постепенно превратились в харизматичных и сдержанных. Он не просто играл персонажа, он им становился. И многим показалось, что он увидел новую, невиданную ранее сторону. Посыпались комментарии со всего мира – это искусство. Он не просто поддерживает, он рассказывает историю. Тэхён делает все кинематографичным. ARMY. Конечно же, они уже были в режиме расследования, увеличивали кадр, анализировали фон и находили скрытые символы. Потому что, как обычно, когда появляется Тэхён, все непросто. Все наполнено смыслом. Другие международные бренды начали реагировать. Несколько официальных аккаунтов оценили пост, ответили на него и даже выразили свое восхищение. Не будет преувеличением сказать, что всего лишь с коротким тизером Тэхён уже произвел глобальное впечатление, еще до начала официальной кампании. Его аура была поистине необыкновенной. Декабрь еще не начался, но энергия ажиотажа уже напоминала грандиозный фестиваль. Многие называли это «сезоном Тэхёна», временем, когда каждый день был новым сюрпризом. И теперь, когда сценой стал Paradise City, стало ясно одно – Тэхён не просто вернулся, он вернулся с невиданным величием, элегантностью и непредсказуемостью. Чем ближе была дата выхода этого рекламного ролика, тем больше росло нетерпение в сердцах его поклонников. Многие начинали считать дни, часы и даже минуты.
Некоторые фанаты говорили, что не готовы, но в то же время ждали с необъяснимой эйфорией. Казалось, будто история разворачивается на их глазах, медленно, но впечатляюще. Некоторые бренд-аналитики и СМИ тоже начали обращать на это серьезное внимание. Они говорили, что решение выбрать Тэхёна было обусловлено не только его популярностью, но и его способностью превращать образ бренда в произведение искусства. Она присутствует не как рядовая модель, а как символ исключительности, элегантности и эмоционального повествования, что очень редко встречается в мире современной рекламы. Для многих это сотрудничество стало приглашением в новый мир. Мир мягкого света, безмятежной музыки и роскошной атмосферы, которая не пыталась казаться роскошной, она просто ощущалась таковой. Тэхён словно приглашал всех остановиться, вдохнуть полной грудью и ощутить жизнь в более прекрасном свете. И за всей этой шумихой одно оставалось неизменным – его способ сделать все это личным. Несмотря на то, что это была глобальная реклама с большим объемом производства, ее атмосфера все равно ощущалась как нежное послание, адресованное каждому, кто ее смотрел. Простое, но содержательное послание «Найди свой рай». Наконец, одно стало совершенно ясно. Это сотрудничество было не просто проектом или рекламой, это новая глава в карьере Тэхёна. Эпоха, которая соединила искусство, эстетику и эмоции. А мир? Миру оставалось лишь ждать, завороженный, и восклицать в этом декабре. Тэхён не просто вернулся. Он вышел на новый уровень. По мере того, как фотографии и видеозаписи распространялись, ARMY начали замечать мелкие детали, которые другие могли упустить из виду. То, как он носил толстовку, как двигались его руки, даже едва заметные выражения уголков губ, все это обсуждалось словно по коду. И что было еще более интригующе? Каждая деталь казалась продуманной, словно головоломка, которую нужно было решить. Некоторые фанаты даже начали связывать эту кампанию с предыдущими проектами Тэхёна, от Синг-Карлерти, Blue Ampersand Grey до Льёвр. Они заметили сходство в тоне, настроении и кинематографии. Было ли это совпадением? Или это часть творческой вселенной Тэхёна, постепенно формирующей свою собственную визуальную идентичность? Чем больше смотрел, тем больше понимал, что это имеет смысл. В социальных сетях начали откликаться многие знаменитости, инфлюенсеры, даже актеры и режиссеры. Некоторые хвалили качество визуальных эффектов, некоторые – атмосферу, а другие просто говорили: Тэхён не поддерживает, он трансформируется. И да, это правда. Когда бренд выбирает Тэхёна, он получает не просто амбассадора. Он обретает новую идентичность. Тем временем корейские и международные СМИ начали подмечать эту кампанию как одну из самых ожидаемых. Одни назвали ее роскошной рекламой года, другие – шедевром в процессе создания, а третьи смело заявили, что у этой кампании есть потенциал стать одной из самых культовых реклам знаменитостей в Азии. И что забавно, реклама еще даже не вышла. И теперь это лишь вопрос времени, когда компания Feel Your Paradise выйдет в эфир в полном объеме. Все взгляды прикованы к одной дате – 1 декабря 2025 года. Словно ожидание мировой премьеры блокбастера. Но разница в том, что это не просто фильм, не просто реклама. Это Тэхён, и с его появлением мир замирает, интернет взрывается, и начинается новая глава в истории. Но за всем этим вниманием и похвалой скрывается еще одна эмоциональная сторона, которая делает эту кампанию такой особенной. Мы знаем, что путь Тэхёна не всегда был легким. Было много моментов, когда ему приходилось сдерживаться, ждать подходящего момента и верить, что мир однажды поймет его искусство. А что сейчас? Мир не просто понимает, он ждет, следует за ним и вдохновляется. Каждой своей работой Тэхён доказывает, что он не просто айдол, не просто певец и не просто публичная фигура. Он – художник. Художник, способный превращать тишину в эстетику, маленькие жесты в речь, а простые моменты в шедевры огромной ценности. Эта кампания – одно из самых ярких тому доказательств. Самое захватывающее – это то, насколько непринужденно ощущается его присутствие, но при этом настолько впечатляюще.
Он не пытается казаться величественным, на самом деле, именно его простота создает ощущение роскоши. Он не пытается доминировать в кадре, кадр, кажется, создан для него. В Тэхёне есть что-то такое, что заставляет мир замереть и обратить на него внимание, даже не дожидаясь ответа. И по мере приближения даты релиза становится ясно одно – эта компания станет больше, чем просто рекламой. Она станет цифровым воспоминанием, глобальным феноменом и частью современной поп-культурной одиссеи. Многие ждали ее, и еще больше влюбятся, увидев. Это не шумиха, это реальность. В конечном счете, Feel You Paradise – это не просто послание бренда. Это приглашение от Тэхёна, приглашение прожить жизнь мягче, медленнее, осознаннее и прекраснее. Приглашение перестать гнаться за миром и начать жить им. И этой компанией Тэхён в очередной раз продемонстрировал, он не просто присутствует в индустрии, он формирует ее течение.